Так, друзья, ну в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. А название стрима звучит как «Трамп ограничивает военную поддержку РФ». Ну, вызвано оно, понятно, сочетанием двух событий, наверное. Первое — это заморозки, остановки в телефонном таком режиме военной поддержки, обмена разведданными. Помните, да, обменом разведданными и сегодняшним утренним каким-то прорывом в трамповской дипломатии, где он сказал, что, ну, во-первых, не он первый сказал, очевидно, они знали о том, что готовится ракетный удар еще вчера, потому что еще вчера Скотт, Скотт Бессент, да, министр финансов, или как правильно сказать, секретарь казначейства, ну, в общем, Скотт Бессент, да, сказал о том, что мы готовы пойти ва-банк в вопросе санкций. Ну, честно говоря, мне кажется, преувеличен вот этот ва-банк и его влияние на войну. Это важно в контексте вот возможности заключения мирной сделки, да, и шанса Путину как-то, ну, вот уйти сейчас, да. Не обосравшись и обоссавшись, а как-то еще по-людски. Но в контексте войны, наверное, не стоит переоценивать влияние всех этих инструментов санкционных, да, все-таки они напрямую танки не остановят, думаю, это понятно. Ну, в общем, да, Скотт Бессент еще сказал, что мы готовы пойти ва-банк в вопросе введения санкций на Российскую Федерацию. Ну и да, сегодня утром Трамп написал пост какой-то, ну, после ракетного удара по Украине о том, что ух ты, сука, Пыня прямо сейчас там разваливает Украину, и типа мы готовы к санкциям, и вообще, если нужно, скажем так, прибегни к этому инструменту. Сегодня у меня какой-то особенный день, я особенно заикаюсь, я особенно не могу два слова сказать, вот. Но тем не менее. Да, помните, я на прошлом стриме говорил о том, это касательно заморозки военной поддержки, насколько вообще чувствительно для Украины будет эта заморозка, да, потому что все-таки, как мне казалось, ну я не знаю, я только догадываюсь, могу предполагать в этом вопросе, понятно, что это и вещи супер-дупер секретные. Ну и в целом не то чтобы я большой этого знаток, но мне казалось, понятно, США занимают основную ключевую роль в устройстве Североатлантического альянса, да, обороны в Европе вообще, наверное. В мире просто занимают основную роль в плане вот военной силы. Это логично, понятно, но все-таки, как мне казалось, да, ну и вроде это не беспочвенно в целом, что все-таки разведка, она имеет какую-то, скажем так, плоскость более вот в общем Североатлантического альянса, да, то есть вот эта разведка, это совокупность работы всех этих стран, и в целом, наверное, там одного США недостаточно для того, чтобы как-то перекрыть полностью этот кран. Нет, оказалось достаточно. Оказалось, что США имеют рычаги надавить и на союзников каких-то своих в Европе, да, чтобы они тоже ограничили поставку этих разведданных в Украину, обмен этими разведданными. Оказалось, что все-таки достаточная роль, и, скажем так, то мое предположение не совсем верно. Оказалось, что США будет проблемно сильно остановить вот этот обмен разведданными. При этом говорят, что вот Франция как-то там по своей линии продолжает Украину снабжать разведданными и так далее. Ну да, и выяснилось, что США ключевой поставщик этих разведданных. Более того, выяснилось, что Украина еще и как-то плотно, это открытые данные, если что, Украина еще и как-то особенно плотно сотрудничает с ЦРУ, в том смысле, что здесь находятся какие-то сотрудники ЦРУ, которые помогают Украине строить какие-то, блядь, центры какого-то там перехвата каких-то там, блядь, сообщений. Сложно представить, как это устроено. Ну, наверное, через такой центр они смотрят мои стримы. Но что-то ума у них от этого не прибавляется. Вот. Вы знаете, я вот все время вспоминаю, но почему-то никак не могу вспомнить на стриме. А помните, блядь, недавно была такая долгая дискуссия в плане решения нашего Минобороны, нашего государства, охуенная мысль, разместить сервера с информацией о всех наших солдатах, обо всех вот этих призывниках, да, все, что связано с военным учетом, они приняли решение о цифровизации этого всего, да, баз данных. Ну, понятно, у них там свои вопросы оптимизации, чтобы ускорить и сделать более эффективным мобилизацию. Они приняли такое охуенное решение, как разместить эти сервера в западных, на тот момент, союзных странах. Гениальное решение. Ну, сегодня они союзные, завтра у них появится свой интерес. Очевидная мысль, понятная любому. Это очень халатное, тупое решение. Тупейшие люди и тупейшие их аргументы в защиту этого. Сейчас это наглядно видно.
Ну, это пиздец. Что он там завтра решит, Трамп? Ну, типа, он этого, наверное, не решит, но может решить, что захотеть. Может, он завтра все эти данные передаст Путину, блядь, на флешке. Ну, идиотия полная. Полный дебилизм. То есть, ну, абсолютно. Просто здесь даже дело не в этом событии. Может, оно там как-то, блядь, зашифровано или еще что-то. Но просто сама аргументация, люди обладают той же информацией, что и я. Мы вроде, ну, видим реальность одинаково. И они эту хуйню защищали. Тогда говорили, что это все нормально, это хорошее решение. Ну, кем надо быть, блядь? Ну, в общем, и так всегда же. И этим все вызвано. Ну, в общем, и целом, речь не об этом сейчас. Да, посмотрел и всем вам советовал посмотреть, да, то выступление Кита Келлога, где он там сначала толкает 15 минут речь, потом 15 минут отвечает на вопросы, ну вот вы видели наверняка фрагменты этого, там он рассказывает, в основном фрагмент, по-моему, самый массовый был это о том, где он рассказывает, что скажем так, стамбульская договоренность не особо справедливая на сегодняшний день для Украины решение, да, в смысле договорника, в смысле мирной договоренности в этой войне. Ну да, действительно. Он говорит там о том, что это отправная точка. На самом деле он там повторяет все, что и так известно, все, что и так понятно. Я, наверное, выделю только то, что мне показалось интересным. Например, вы должны понимать, что уполномоченный этот Трампа по делам Украины Кит Келлог все-таки лицо заинтересованное, да, он все-таки представляет американское государство и, вероятно, его интересы, да, это просто то, что мы должны понимать, когда мы воспринимаем эту информацию, хотя ей я верю вот в этом пункте, он говорит о том, для меня это, по-моему, очень важная деталь, он там говорит о том, что я приезжаю в Киев, помните, он приезжал в Киев, и тогда они не провели по итогу брифинг с журналистами совместно с Зеленским. Ну, видно, что не очень хороший там тон был. Пана президента, видать, не очень удовлетворила эта встреча. Ну, то есть, очевидно, ему сказали, как будет, он с этим не особо был согласен. Но, тем не менее, Кит Келлог, когда его спросили касательно заморозки военной помощи Украине, ну, конкретно его спросили о обмене разведданными, но мы понимаем, что имеется в виду все в целом. Но помимо того, что он сказал, что это сделано для того, чтобы привлечь внимание Украины, сказать, что мы не шутим, мы настроены серьезно на завершение конфликта, помимо того, что он привел вот эту аналогию, что это как осла как бы колодой по ебалу щелкнуть, чтобы он раздуплился, да, чтобы он обратить его внимание. Вот так и мы. Да, он там еще, скажем так, более безобидную привел аналогию, что он говорит, вот у меня есть внучки, они меня берут вот так вот за щеки и говорят, блядь, посмотри на меня. Это вот типа то, что мы делаем сейчас с Украиной. Но помимо этого он очень важную деталь сказал, опять-таки, здесь ее только брать на веру или не брать на веру, но предположим, да. Ну, положим, он сказал о том, что я тогда, приезжая в Киев, президента Зеленского предупредил. Я ему объяснил и четко эту перспективу обрисовал. Что будет, если нет? Если нет, будет заморозка военной поддержки. То есть президент Зеленский об этом знал. Более того, он говорит о том, что ему об этом сказали в Мюнхене, и он говорит, что ему об этом сказали в Вашингтоне перед этой встречей с Трампом. Вот. Он там это все в красках описывает. И тогда, ну, если вот эту информацию принимать за реальность, да, как за то, что это было, то тогда, ну, логика украинского керівництва становится совсем, блядь, мало понятна. В чем была эта идея? Сегодня Россия нанесла по нам ракетный удар, надеясь, наверное, на этот дефицит разведывательной информации, хотя вроде и сразу знали о взлете российской авиации и так далее. Но я думаю, что у Украины там и союзная еще разведка какая-то, в смысле, в Европе, да, европейских стран. И, наверное, своя разведка неплохая. Все-таки Россия это такая благодатная почва, наверное, для работы нашей разведки. И много у нас было разных эффективных операций. Ну, в общем, сегодня Россия нанесла этот ракетный удар. В чем, блядь, был глобальный замысел не подыгрывать Трампу по этой линии? В чем просто был глобальный замысел этого? Сложно понять, потому что, ну, просто нужно было, наверное, дождаться этого момента. Если они так уверены как и я на самом деле, да, в желании России полностью уничтожить Украину и не пойти на договорняк, почему было просто не дождаться этого сегодняшнего дня? С затерпливанием всех мыслей, идей и чаяний Дональда Трампа, да, по урегулированию конфликта. Мне сложно понять эту логику. И сложно понять, главное, какие у президента альтернативные видения выхода из этой ситуации. То есть, вот планируется встреча в Эр-Ярде, да, которую, скажем так, на которую от Украины поедет Ермак с какой-то там своей группой поддержки. То есть, и, ну, может там не согласиться, да. На что тогда расчет, не до конца понятно.
Ну, в общем, при том, что, ну, наверное, это не предел возможностей. Ну, то есть не наверное, а 100%. Если мы не повинуемся, это не предел заморозка военной помощи, они пойдут дальше. И, ну, я не знаю, в какой форме, санкции, не санкции, но они будут наращивать давление. Очевидно, пасовать они не будут, потому что настроены очень решительно и действуют очень быстро, что самое главное. Не выжидает долго. Ну, в общем, и вот это такая самая для меня была разочаровывающая информация, если она, конечно, правдива, потому что в целом ничего не мешает ему выдать там желаемое за действительное, придумать. Да, еще интересно, что там Кит Келлог рассказывает о том, что все-таки на фронт в каком-то смысле они поехали. Он рассказывает о том, что он был в Изюме. Ну, это он описывает там ужасы войны, рассказывает о том, что он был в военном госпитале в Ирпене. Ну и, в общем, много таких каких-то деталей. Но в целом видение его я понял, да, и, в принципе, оно совпадает с тем, как я это представлял, да, из разных других каких-то источников. То есть, в целом, все довольно публично, прозрачно и понятно из того, чего они хотят, и того, как они видят это все. И какой они ведут расчет. В целом сложно не согласиться с тем, ну понятно, опять-таки, это их внутриполитический нарратив, да, которого они придерживаются. Но в целом сложно не согласиться с их обвинениями в адрес прошлой администрации. Понятно, что они там постоянно спекулируют, да, сейчас администрация Дональда Трампа, республиканцы. Но тем не менее сложно не согласиться с тем, что во многом то, что сейчас происходит, было заложено прошлой администрацией, а конкретно ей отсутствием ее как бы решительности в вопросе поддержки Украины. То есть нет какого-то определенного курса. Он говорит о том, что довольно наивные, да, там он какое-то очень умелое слово подбирает, но мы понимаем, довольно наивные и ну, не особо милосердные вот эти слова о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Это плохие слова, это, скажем так, слова, но в которых нет какой-то понятной стратегии. При том, что республиканцы еще тогда об этом говорили на разных уровнях, о том, что, ну, это довольно проигрышная тактика одной рукой не использовать, скажем так, на максимальную мощность санкций, да, санкционное давление, не пытаться надавить на союзников в Европе для того, чтобы они в полной мере, скажем так, санкций придерживались. И при этом параллельно поддерживать Украину, и тоже не в полной мере, непонятно, то есть с какой конечной целью, да, очевидно, не с целью разгрома российской армии. Упустить драгоценное время, ну и это вот для меня лично, ну как для украинца, это кажется вот ключевой вопрос, что было упущено то самое драгоценное время. Тот первый год, когда у Украины была вот эта инерция, был запал, были нужные социальные настроения, были нужные мобилизационные возможности. У России были нужные нам проблемы на фронте, были нужные нам проблемы в их структуре устройства просто, да, российского государства, как вот был тот мятеж Пригожина. Ну, в общем, тогда были очень удачные условия для того, чтобы, ну, добиться какого-то неожиданного результата. В общем, то был шанс что-то изменить. В общем, с этой всей критикой прошлой администрации сложно не согласиться. Сейчас, да. Ну, в общем, да, вот об этом он говорил. Ну да, то, что завирусилось о том, что отправной точкой может стать то, что обсуждали в Стамбуле, но только отправной точкой, от которой будут отнимать, в смысле от российских требований что-то. Но тоже, верить этому или нет, это вопрос открытый. Да, тоже касательно этого, сегодня просто господин Дышиндеиру в чате подымал эту тему касательно, ну там он это описывал страха ядерного оружия, страха России в целом какого-то, да, такого еще времен холодной войны и восприятие российского государства именно как то еще советской империи зла, там победителя Второй мировой войны, и все в общем, в совокупности, да, Россия сама этот миф поддерживает, и я вот тоже слышал, там об этом в том числе говорит Кит Келлог как дипломат, он там приводит разные примеры того, как русские ведут переговоры, там, как велись переговоры, условно говоря, во время русско-японской, там, тролля-тополя. И в частности он там рассказывает, ну вот такой для нас понятный романтический штамп, да, он рассказывает о крупнейшей, наверное, битве вообще в истории человечества, рассказывает о Сталинградской битве, о том, что россияне после тех потерь все равно продолжили войну, то есть типа мы должны понимать, о чем мы с вами говорим, да, с какой страной имеем дело и так далее. Ну то есть понятное такое романтизированное восприятие российского государства, но вот помимо того, что мы хорошо понимаем эту романтизацию, мы сами с вами пребываем под вот таким, не знаю, бравадными украинскими настроями, да, но мы должны понимать, что в целом эта романтизация, она-то не очень
расходится-то с реальностью, да? То есть тут дело не в романтике, а в том, что просто эти две вещи совпадают. Мне, когда я слушал эти строчки, вспомнились слова главкома Залужного, да, которые он писал в колонке для Financial Times. Он там писал, что когда, скажем так, мы планировали, да, там все наши операции, когда мы думали над будущим, как будет развиваться война, я думал, говорит Залужный, что для России, и он там называет какое-то число, есть, скажем так, порог недопустимых потерь, да, колоссальный какой-то порог недопустимых потерь, после которого российская армия, ну, и российское государство решит, что войну нецелесообразно вести, будет напугано потерями. И он говорит: о, блядь, а этого не случилось, я был шокирован, это для меня было неожиданностью. Если бы, скажем так, у главкома Залужного был такой романтический расчет, то это был бы плюс. Он бы понимал, что нет там такого порога потерь. Если вернуться к реальности, а не к романтике, то мы понимаем, да, что у российского государства запас жирка касательно мобилизационного ресурса значительно больше, чем у Украины. И это ключевое, да, то есть без романтических всяких вещей, что они готовы. Ну и да, цена человеческой жизни невысокая. То есть я тогда, когда комментировал эти слова Залужного на стриме говорил о том, что не до конца понятно, с чего Залужный сделал такие выводы. То есть российское государство, он никогда не славилось тем, ну то есть точно никто не скажет о российском государстве, что это государство, которое ценит каждую человеческую жизнь. Это государство, где в случае высоких потерь люди выйдут на улицы и сметут свою власть. Никто бы никогда такого не сказал о российском государстве. Однозначно это государство, где человеческая жизнь не имеет высокую ценность. Это государство, где людей дохуя довольно, да, то есть до сих пор к насильной мобилизации, как у нас, они не прибегли. Ну, в общем, я к чему, что слушаешь Кита Келлога и его романтические рассуждения, то понимаешь, что они не настолько лишены смысла в контексте нашей войны, да. Это, скажем так, имеет смысл. Ну да, еще завирусились его слова касательно того, что, ну, известная шутка, мы ее уже когда-то повторяли в разных формулировках, о том, что Трамп говорил, что он закончит войну за 24 часа, но, типа, не сказал, какого дня, или не сказал, какого года, или не сказал, где, типа, закончит войну. Ну, в общем, я просто не помню, к чему там, скажем так, почему они об этом заговорили вообще. Потому что там какой-то был контекст к этому связан, тоже по линии Украины. Там вопрос задавал бывший посол США в Киеве. Вот, насколько я помню. Ну да, тоже я тут почитаю просто, что я оттуда выделил, потому что, ну, типа, все 30 минут, блядь, невозможно запомнить. Запомнилось мне то, ну, как не запомнилось, я выписал то, что в частности, он использует, ну, мне кажется, это важная деталь, он использует термин перезагрузка в вопросе, вот когда описывает свое видение вообще будущих отношений с Россией. То есть все-таки это можно сказать, что попытка перезагрузки. Но я знаю, что это уже говорил, и это явно так и есть, но все-таки нужно, наверное, зафиксировать этот факт в том числе. Да, ну, в общем, честно сказать, я считаю, что вот это выступление на данный момент, видите, события развиваются очень стремительно. Не то, что каждую неделю все меняется, да все меняется каждый день. Наверное, там пару недель назад мы еще не могли даже думать, хотя, блядь, в целом предполагали, да, что Трамп может заморозить военную поддержку. Но для многих это такая довольно шокирующая информация. Ну да, в этих стремительно меняющихся событиях, но на данный момент, честно говоря, я бы вот сказал, что можно посмотреть вот это его выступление Кита Келлога, уполномоченного по делам Украины, и этим полностью исчерпывающе понять вообще, и что происходит, и к чему оно нас, блядь, приведет, да, в целом понять вообще их политику. Потому что он, ну, по крайней мере, он там не разбрасывается такими вещами, как старейшие церкви разрушены и так далее, то есть более детально и предметно говорит, и в целом все, что сейчас говорят, оно, по крайней мере, ну, повторяет то, что он уже сказал, да, просто в каких-то немного других формулировках, либо более острых, либо более притупленных, но в целом, то есть курс, вызначая вот эта речь, она курс определяет, по-моему, довольно четко. Я это там даже кому-то в чате в Телеграме скидывал. И это, мне кажется, вообще самое такое ценное, да, что произошло за эти дни, не давая ему оценок, но просто в плане ценности для нас и информационной ценности, в плане понимания того, что происходит, хоть какого-то. Но в целом, что еще было, да? Европа понемногу, типа, оклемалась, да, от вот этой подачи вообще неожиданных поворотов. Читал пост, телеграм-канал «Реакция Олександрійська», да, вроде бы, Жинка Худаковского, читал пост о том, что это, типа, ну, чтобы вы понимали, такой, типа, разряд, там, ну, вот таких, вы знаете, украинских зигометов, там, контора, все понятно.
Но люди в целом никогда, скажем так, позитивно к Америке не были настроены, то есть всегда антиамериканисты. Но просто читал ее пост, он короткий, я его там дословно не помню, но помню, что он заканчивается тем, что типа поразительная какая-то слабость, поразительное вообще терпильство по обеих стороны Атлантики, ну, типа, по всему миру, среди всех этих взаимодействующих между собой игроков и в США, там пост был написан про выступление Трампа в Конгрессе. Ну, я его смотрел, действительно такое кринжовое выступление, просто оно напоминает партийные какие-то съезды там советские, да, но разница есть в том, что, блядь, правда, на партийном съезде все встают, аплодируют по 100 часов, да, или в украинском парламенте все встают и аплодируют президенту. Опять-таки, типа, еще и аплодируют за что, да, реально-то итоги печальные и будущее очень плачевное, аплодировать реально нечему. Но, да, разница в том, что, конечно, в американском парламенте половина сидит в нем, да, не аплодирует там или еще как-то выебывается, а вот другая половина аплодирует. Мне кажется, это большая разница. Если, конечно, в нашем парламенте тоже половина хлопала, половина нет, это было бы хоть что-то. Хоть что-то. Интересно, кстати, что вот когда я смотрел это выступление, узнал потом, что это там первый за много лет инцидент, когда под охраной, да, с помощью, ну, по сути, силы выводят одного из депутатов из парламента американского. Там он с этого началось это заседание. Ну, в общем, я просто думаю, если бы такое случилось в Украине, как бы мы это комментировали? Нам бы сказали, что, блядь, диктатура какая страшная, да? Но, честно говоря, не сказали бы, если реально это нарушает регламент. Ну, в общем, к чему я это все говорил? Да, читал я этот пост, и он заканчивается таким, не знаю, по-моему, такой маневренной, такой дикой, такой настырной, такой, ну реально шоковой, самое подходящее слово, да, как шоковая терапия, такой шоковой решительной внешней политики США, я не знаю, когда мы видели, но я-то человек молодой, в плане сменяемости событий, в плане натиска и напора, то есть они никому не дают времени подумать абсолютно, давят всем, чем могут и как могут, то есть чего-чего, а решительности этому деду, да, именно решительности что-то делать, ну вообще не занимать. То есть непонятно, к чему это приведет, не давая этому, естественно, каких-то оценок. Уж точно можно сказать, что это, блядь, очень стремительно и очень быстро, и с очень сильным молодежным, вообще подростковым таким натиском происходит. То есть, в общем, с постом я тем не согласен, не пойму, как такие выводы можно сделать. Это точно так же, как то, что президент Зеленский маневренный человек, но не поспевает за Трампом. Да нихуя он не маневренный. Ну, в общем, удивительно. Смотрим на одни вещи, но видим совершенно разное. Ну, в общем, да, Европа понемногу, блядь, оклемалась. Чтобы даже оклематься надо, видите, сколько времени. Приходит потихоньку в себя. И, ну, какой был приход, я поначалу пытался внимательно следить за этими событиями. Посмотрел, естественно, выступление Макрона. Макрон толкнул обращение к нации. Сказал, что, ну, тут такое дело. Во-первых, нужно сказать, что Макрон талантливый политик, да. Я вот не помню, он историк или политолог, или философ по образованию. Ну, кроме того, что у него есть борода так называемая, да, недавно меня просветили. Кроме бороды, понятно, что знаем мы этого Макрона, он вот пытается выжать реально и с возможностями воспользоваться максимально, и это очень круто. Наверное, один из немногих таких, если не единственный европейский конкурент Трампу. Ну, понятно, возможности разные, но тем не менее, талант есть. Но посмотрел это обращение его к нации, не знаю, оно гораздо хуже, чем обращение президента Зеленского, например. Ну, понятно, у нас вообще талантливый на продажу картинки, но в целом он там как десептикон читает с суфлера и смотрит, ну, вы знаете, вот этот взгляд робота, когда он смотрит за камеру на суфлер и со стеклянными глазами читает какую-то хуйню о том, что там Россия к 2030 году, я думаю, блядь, к 2030 году, 5 лет, я думаю, к 2030 году рухнет там нахуй, да, или, ну, честно сказать, так бы далеко вообще в будущее не заглядывал российского государства, и в перспективе про какую-то там, блядь, многомиллионную армию, 3 миллиона или что-то такое. Честно говоря, я слабо верю, да, его я не знаю, оптимизма, да, не разделяю Макрона. Ну, в общем, да, там он рассказывает о том, что, ну, в общем, в широких таких чертах, да, очень, что надо меняться, надо бюджеты наращивать, надо готовиться, надо ядерным оружием защищаться своим, да, не очень значительный ядерный потенциал у Франции, но, типа, а чё бы его здесь не вспомнить, если он есть, правильно?
Надо. Ну, в общем, мы и так знаем, что Европе надо, и они знают, что надо, и говорят им надо. То есть пора, родной, пора. Надо-то надо, но времени у них нет совсем. И в этом смысле, опять-таки, сложно не согласиться с этой с этим республиканским нарративом, да, нарративом республиканцев о том, что, ну, у вас было 3 года на раздуплёж. Вы его потратили ни на что, типа на губную поддержку. И более того, эти 3 года, и там, особенно под конец, уже вся Европа, весь мир, все медиа, там, политиков, все это, оно было наполнено, и комментарии европейских политиков были наполнены ожиданиями, страхом перед приходом Дональда Трампа, ну, на трон, да. Перед приходом трамповской администрации. Все типа ждали, все готовились, а сейчас они оказываются не готовы, и оказывается, надо все менять. Понятно, что никогда они не успеют в тот срок, потому что, ну, даже такого времени нет. Даже для любых других конфигураций, любых других государств, ну, нет времени на такую раскачку. События развиваются, вот каждый день все меняется. Время исчисляется вот недельками. Неделя. Ну, поэтому, конечно, в целом ни о чем. Да, то есть выхлоп нулячий. Ну, в смысле, показать, конечно, решительность, показать готовность, торгануть еблом, но в целом новое время наступило, говорит он, да, неожиданно. Мы за справедливый мир. Это, ну, Ермак, думаю, будет вспоминать в Эр-Рияде сидеть, что, блядь, нам же Макрон говорил, что мы за справедливый мир. Меняться надо, Российская Федерация кал. Ну, вот здесь, вот много где можно их, мне кажется, обвинить. Об этом, кстати, тоже этот Кит Келлог говорит. Он говорит о том, что я общался с европейскими политиками, дипломатами, и все они мне говорят о своем страхе перед РФ. Думаю, что вот резонно, без всякого там камня за пазухой, действительно, европоцентризм вот этот, наверное, играет роль, да, вопрос их, скажем так, того, как они будут существовать с вот этим российским государством в будущем. Но просто опять-таки, что они для этого сделали, какие у них есть возможности, да, то есть кроме того, что просить Украину, чем они реально могут помочь. Но тем не менее. Ну, то есть понятно, что боятся, все боятся, мы боимся, там, кто не боится, но вопрос того, что нужно что-то для этого сделать, да, просто просить Украину, потому что мы боимся, это и подло, наверное, и хуёво, и, ну, в целом непонятно, на что рассчитывать. Ну да, надо меняться. Понятно, что известная для Европы политика, и понятно, что в этом есть их интерес, это как-то параллельно включиться вот в это течение дипломатическое, в смысле решения этой войны в Украине, где-то либо, ну, вряд ли получится, да, вряд ли кто-то пойдет на это, вести параллельно какую-то дипломатию, либо хоть как-то вовлечься в процесс уже идущих вот этих американо-российских переговоров. Ну, понятно, что, наверное, тогда перспектива этих переговоров, она резко, скажем так, станет менее реализуемой, да, какая-либо договоренность с привлечением третьих сторон туда. Но желание у них это есть. Ну и Макрон продвигает же везде свой план, типа какой-то постепенной остановки войны, где должно быть сначала перемирие в воздухе и на воде, ну то есть не будут обмениваться ударами стороны. Ну а потом где-то там уже мир. Ну да, нужно сказать, что он где-то на днях должен этот план совместно с британским премьером повести в США. Ну не знаю, какие там у этого перспективы, но стараются, по крайней мере, что-то предпринять. Да, ядерное оружие, свой план я сказал. Ну, тоже это уже новость такая более юмористическая. Залужный дал джазу. Ну, все-таки как потенциальный президент, ну, полно же людей, которые там на серьезном ебле пишут о том, что, ну, посмотрите, вот цифры есть-то, Залужный популярный человек, будет будущим президентом. Типа логика у людей очень простая, как это и всегда. И поэтому пристально смотрим за возможным будущим президентом. Ну, вы видели, наверное, Залужный, выступая где-то там, British кончил, Chatham House, ну, в общем, как обычно. Выступая где-то на публике, сказал, ну, где-то там рассказывал про мобилизацию, рассказывал, что, не помню в какой формулировке, но сказал, что отлавливать людей на фронт, это, блядь, тирания, и они хуёво будут воевать. Тут даже дело не в том, как он по-настоящему думает или что он там, но просто, блядь, мужик же там, ну, вроде как, опять-таки, этот весь образ, как и многое из того конфликта, что было, типа, между Залужным и президентом, многое реально создано просто в мире медиа и только в нем существует.
в мире медиа и в мире оппозиционных сил в Украине. Ну, в общем, да, президент, Залужный, по их словам, метит в президенты. И я не знаю, который раз, если через эту призму смотреть на его какие-то комментарии, то хватаешься за голову. Зачем это говорить? Что это, блядь, происходит? Постоянно он какую-то самую такую, блядь, ну, самую вторичную, самую простецкую хуйню толкает. Так, мне кажется, президентом не станешь. Вот наш президент действующий, да, когда тогда шел в политику, вот он-то вещи говорил всегда революционные какие-то, но для украинской, мне кажется, политики. Они привели его все-таки куда-то, ну, к президентству, да. А такими темпами и такими заявлениями, мне кажется, к президентству не доедешь. Да, тоже важная новость, тоже из раздела внутренней политики Украины, это то, что Политико сообщила нам о том, и, ну, в Украине это такой нормальный, мне кажется, резонанс вызвала эта новость. Политико сообщила нам о том, что республиканцы, да, вот в рамках этого всего давления на президента Зеленского, э, провели переговоры с украинскими оппозиционными политиками какие-то. На обложке этого всего в Политико Юлия Тимошенко, а в статье упоминается Тимошенко и Порошенко. Ну, не знаю, Порошенко, по всей видимости, уже на фоне введения санкций, видать, не жилец. И помните, одно из таких предположений, да, когда мы рассуждали, зачем и почему, и кому это нужно, с чем связано введение санкций на Петра Порошенка, украинской державой, да, ну, президентом Зеленским, по сути. С чем это связано, то вот одну из версий мы называли, что, возможно, он где-то контактирует по республиканской линии. И вот из-за этого, видите, ну, походу так и оказалось. Наверное, эта статья Политико подтверждает эту версию, что президент Зеленский решил убрать такую вероятного своего, скажем так, вероятную свою проблему, если сильно очень обостря. Что, кстати, тоже доказывает их и решительность президента Зеленского, его помешанность, видать, нихуевую. Ну, в общем, да. Ну, в смысле, конфликтовать дальше с администрацией американской. Ну, в общем, да, наверное, вот эта статья в Политико, да, и то, что всплыла эта информация, наверное, скажем так, скорее подтверждает ту версию, что повлияло на принятие решения такое, да, президентом Зеленским, именно вот этот страх, что в будущем, возможно, вдруг, если обострятся отношения с США, то Порошенко, блядь, будет очень вредной и опасной фигурой. Вот. Ну, а Юлия Тимошенко, не приходится говорить. Столько раз ее уже хоронили, как именно, вот хоронили как политический труп. А видите, все равно она где-то всплывает. Хотя сейчас, я думаю, для нее это гораздо больше упоминание ее в таком контексте. То, что она там на обложке, думаю, оно и гораздо больше проблем доставило и страхов, чем пользы. Чем пользы. Понятно, что фигура эта маловероятная к тому, чтобы как-то серьезно всплыть в украинской политике. Несмотря на то, что ну, какие-то скромные попытки она предпринимала. Помните про украинскую Колумбию, про еще какой-то кринж. Но это уже, наверное, давно ушедшие возможности. То есть я, конечно, никогда не говорил, что она политический труп. В том смысле, что, ну, мне кажется, это слишком категорично. Мало ли что может измениться. Но вот это, наверное, не оно. Мало просто поддержки там чьей-то где-то, да. Особенно здесь это даже скорее не поддержка, а скорее как-то пощекотать что-то президенту Зеленскому, да, показать, что все не так однозначно. Ну, в общем, да, я это к чему, наверное, выделил, что довольно потешно выглядят какие-то призывы к репрессиям этих людей, особенно кого, опять-таки, Юлии Тимошенко кто-то написал, ну, много кто написал, ну, понятно, какие-то голоса там плюс-минус куда-то поближе к ОП о том, что, ну, блядь, ну, неплохо было бы их в тюрьму посадить, там, блядь, в буцегарню, запытать в СБУ, или, ну, санкции ввести хотя бы, да, ну, нельзя же на это не реагировать, это было бы прикольное, наверное, решение в таких сложившихся обстоятельствах. Представьте, как бы на это решение посмотрели в американской администрации. Еще вчера мы общались с этими политиками, сегодня уже Зеленский посадил их в тюрьму. Ну, думаю, они однозначные какие-то выводы сделают. Не в том смысле, что Зеленский будет держаться за власть, а в том смысле, что он, блядь, совершенно не будет играть по их правилам, в смысле договорника. И это может значительно приблизить, такое решение могло бы значительно приблизить там до хоть и введения санкций на Украину, или вон вопрос военной поддержки России со стороны США, да. Нет, ну это ирония, конечно, но вы поняли, обострило бы это отношение очень сильно. Это просто я пытаюсь понять логику людей, которые к этому призывают, то есть... Ну да, такая короткая просто строчка, что украинцы за кордоном, опять какое-то подтверждение пришло той новости, что стали видавати державне підприємство «Документ» стало видавати документи українцям, чоловікам призовного віку за кордоном.
Да, выдавать им документы и, опять-таки, вопрос логики. Чем была вызвана та попытка чё-то от них добиться, от тех мужчин за границей, поставки их на военный учет? Это очевидно было, что будет только вред. Очевидно, что потом придется отступить из своих соображений, что там и скоро выборы, и все такое. Ну, то есть идиотия. И, ну, это, опять-таки, потом смотришь на многие решения через призму вот таких кейсов. То есть, дохуя ли у них разных других решений, вызванных такими же какими-то идиотскими эмоциями, мыслями или хуй его знает чем. Ну, в общем, да. Ну да, я уже сказал про ракетный удар. Ракетный удар. Не знаю, насколько реально он там запланирован, не запланирован, или действительно Российская Федерация хотела воспользоваться пробелом скажем так, в нашем обмене разведданными с нашими западными союзниками. Не знаю, насколько это так. Я думаю, они понимали, наверное, что вряд ли это там сильно повысит эффективность этой ракетной атаки. Ну, в общем, мне об этом сложно судить. Но я вам описывал уже эту стратегию. По всей видимости, американцы еще вчера знали о том, что он будет, потому что вчера еще сказал о каких-то санкциях возможных, да, пойти ва-банк в вопросе санкций на энергетику, сказал Скотт Бессент, министр финансов США. А сегодня уже Трамп написал, ну, это явно приурочено, да, в смысле, посвящено, да, этому ракетному удару. Ну вот. Я уже сказал, да, и думаю, что, наверное, нет смысла повторяться. Надо было сидеть и ждать этого ракетного удара. Совсем соглашаюсь. Сейчас мы бы были на коне по большей части. Сейчас бы российская сторона выглядела бы как недоговороспособная и так далее. И так далее. Интересное тоже видение, в смысле, у Кита Келлога этого. Он, описывая вот эти противоречия, хотя понимаем, что тут именно какое-то вот разное видение будущего, но тем не менее, он, описывая противоречия между Украиной и США, говорит о том, что, ну вот россияне, они предоставили нам свой список требований, а вот с Украиной проблема сформировать этот список требований. Упрощение сильное, наверное. Да, ракетный удар, угрозы Трампа. Все, друзья. Ну да, был еще там в перерыве потужный европейский саммит. Ну понятно, нет смысла к этому всему серьезно относиться. То есть даже несмотря на градус заявлений, наверное, градус заявлений, степень там потужности цих заяв и все такое, ну, может многое нам сказать о европейских политиках, да, о личных качествах разных из этих европейских политиков, о чем угодно, но мне кажется, это может нам сказать о чем угодно, но только это может сказать много о чем, но не может повлиять на будущее, да. Может сделать все, что угодно, но только не повлиять на будущее, да, на происходящие процессы, потому что на все это нужно время по-любому. Европейцам еще и нужно времени немало. Что там их ограниченных ресурсов. Видимо, в этом в том числе во многом и расчет трамповской администрации на скорость. Они ее себе позволить могут, потому что они дохуя мощные. И они понимают, что их большое преимущество перед всем остальным миром, перед Европой, вот в вопросе этих каких-то баталий, да, тут дипломатических перекраиваний мира. Да, их здесь преимущество это скорость. Над европейцами такое очень важное. Никак европейцам не угнаться. Счет на дни, на недели, в этом смысле у них руки связаны. Поэтому я особое внимание там не обращал. Ну, они выпустили там какую-то это самый, подвели итоги как-то того саммита, по его итогу там выпустили какую-то бумагу о том, что нужен справедливый мир, нужно готовиться, мы там то-то, мы-то это, ну это все понятно. Сложно представить его какую-то реализацию, просто это все его нечем подкрепить и нечем отстоять, а хотеть не вредно. Ну, в общем, вот такие, друзья, дела. Курю сигарету, читаю чат, виключаю стрім. У них немає козирів, однозначно каже, що ми слабі на думку Трампа, але чомусь Трамп замість урівняння шансів сторін вирішив добивати лежачого. Ну я ж говорил, ну еще тогда, да, давно, что все-таки путь наименьшего сопротивления. Давить будут на того, на кого можно надавить. То есть Российской Федерации они не могут в короткий срок обрезать ее, скажем так, поддержку России вооружениями. Да, они ее, блядь, вооружениями не поддерживают. А Россия, ее выживание не зависит от США. То в этом смысле, конечно, понятно, что идут по пути наименьшего сопротивления.
Бинго любого стрима. Сравнить Украину со Швейцарией и Израилем. Помечтать о союзе на равных с топовыми странами планеты. Назвать рандомного человека пропутинским. Конечно, но я бы как-то, может, не так сформулировал второй пункт. В смысле, помечтать о союзе на равных с топовыми странами планеты. Не, нужно от всех мировых политиков добиваться отстаивания интересов Украины. В полной мере. И потом, типа, искренне не понимать, почему так не устроен мир. Почему эти политики так не действуют. А, вот, я вспомнил, блядь, наконец-то ти написав, Buffalo Bill. Я дивився, як Кіт чи Кит Келлах пожартував про те, що Трамп обіцяв за 24 години завершити війну, але не сказав, у який день. Сам посміявся, і уся аудиторія також, воістину великі гуманісти. Ну, как я уже сказал, вам никто нихуя не должен. Это раз. А два, я вспомнил, он там это сказал в том плане, что, ну, непонимание того, почему Украина не хочет на все подряд соглашаться, почему она не готова, почему противится. Он говорит о том, что Дональд Трамп даже публично говорил о том, говорил это публично, это он сам, да, подчеркивает, говорил публично о том, что он может у Путина, скажем так, выудить какие-то территории и вернуть их Украине. И его спрашивают, типа, какие? Он говорит, а он не говорил, какие. Так же, как он не говорил о том, когда закончит войну, типа, за 24 часа, ну, типа, какого дня. Я вспомнил, типа, в каком контексте это всплыло. Ну, память это мое еще более слабое место. Спасибо за 100 битцов, ага. Не, ну, понятно, что тут сложно что-то сказать. Типа, если бы я был у руля, то Путин не начал бы войну. В смысле, когда Трамп говорит, понятно, что он пользуется тем, что она уже началась при прошлой администрации. Тут к этому серьезно тяжело относиться. Хотя, опять-таки, многие приводили как аргумент то, что Путин на это решился, понимая какую-то слабость, нерешительность. Правда, откуда, да, то есть тут такой пропущена какая-то фрагмент этой логической цепочки. Да, нерешительность той администрации прошлой. И типа, если бы был Трамп, он бы знал, что он его лично очень сильно этим заденет, и тот не отступит так. Но это такое, понимаете, писями по воде и типа... Все очень серьезнее припущення. Там Польша хочет ядерку. Да, блядь, ну так просто собирать со всех политиков можно слова, что типа мы хотим ядерное оружие. А кто не хочет? Мы тоже хотим. Какова вероятность, что Польша станет ядерной державой уже в этом году хотя бы на уровне тактических ядерных зарядов? Нулевая, нулячая. Я бы на их месте лучше подумал, как бы там попросить не выводить американские войска из Польши. Да, ну и выступление в Конгрессе, оно было скорее стиля какого-то украинского. Само выступление, по сути, не очень интересное. Ну, вообще, публичные выступления Трампа, они на любителя. То есть, ну, стиль интересный, как он говорит, да, именно манера, как он говорит. Но само, по сути, мало ценности. Не то, чтобы оно очень возбуждающее. Там он рассказывал, как какие-то деньги выплачиваются людям, которым 300 лет в Америке. Ну, то есть, каких-то смешных коррупционных приколах, да. Ну, не знаю, кому это, блядь. Ну да, надо сказать, что начали выдавать тем, кто подал заявку заранее, но тем не менее не требуют никаких военно-учетных документов. У них было требование такое изначально, это про ДП-документ. Но я не съебик, поэтому не знаю. Ну, реально не соприкасался. На рахунок простяцьких заяв за... Ну, давай не будем, давай будем казать Залужный. Не недооценивай наш народ. Ну, я хуй знает. Не, ну если бы он хоть что-то, типа, провокативное сказал, но он же совсем, типа... Я, возможно, куплю немного, но как мне, Трамп спасают сейчас РФ. Их наступательный потенциал заканчивается. Дальше будет стоять вопрос мобки, начнутся внутренние проблемы. Это перемога, посмотрим. Если спасает, то они должны быть заинтересованы в спасении. Все говорят, что они не заинтересованы в спасении. Люди говорят, что у нас потерь меньше в 3-4 раза, это не купинг, а факты. Я вижу эти факты, блядь, каждый день в Украине. Как у нас нет с этим никаких проблем. Мы, блядь, будто с вами в разных странах живем. Через день, нахуй, письма от каких-то сил ПВО, военно-воздушных сил, о том, что их там, блядь, начали переводить в пехоту. Я не хочу просто этих даже тем нахуй касаться. Может, ты уже говорил, сильна ли заинтересованность Китая, чтобы РФ от нас отъебалась? Мне кажется, нет. Ну, в смысле, мне кажется, если у Китая есть заинтересованность, то это, конечно, чтобы Америка здесь подольше завязла, да, в этом всем, блядь, деле. В этом их интерес есть, потому что пока здесь сконцентрированы американские интересы, пока они сюда проецируют какую-то свою силу военную, какие-то свои ресурсы аналитические, административные, то Китаю лучше.
Пока это влияет на внутреннюю политику США, что немаловажно, да, на внутриполитические положники. Ну, то есть там конгрессмены говорят, в смысле, блядь, как это, а Украина там и так далее. Для них, мне кажется, это серьезный интерес. При этом, что типа на противоположную чашу весов можно положить? Они покупали нашу кукурузу. Круто. Нужно ли говорить, что кукурузу можно там и в другом месте купить? А вот купить такие, скажем так, обстоятельства международной политики не выйдет. Для чего Европе Украина? Они жили без нее хорошо. Не, ну жили хорошо, но никто не хочет, блядь. Из европейцев никто не заинтересован в победе России, никто не заинтересован в том, чтобы Россия осталась безнаказанной за содеянное. Никто не хочет с ней остаться еще и, ну, как вот Європа і Росія один на один в этом смысле, да. Про що говорилось сьогодні? Как колдуна нахуй послали, как обычно. Про то, что вон, Америка прекратит военную поддержку Российской Федерации. По-моему, ты уже говорил, что считаешь лучшим президентом Украины Ющенко. Ну да, но это тоже, ты понимаешь, выборы из типа зол больших. Это как-то связано с твоей... Это интересный вопрос. Это как-то связано с твоей дружбой с его сыном? Кумовство, получается? Не связано. Ну и у меня с ним такая дружба, ты знаешь. Не то чтобы я с ним, блядь... Я думаю, что если ты его спросишь, он не вспомнит, кто я нахуй такой. Вот. А так-то, ну, просто он стилевый был, но его политика противоречивая и сложная, и, ну, не сказать, что дохуя пользы Украине принесла. Просто обычно в чем критика Ющенко заключается? На нее я готов с консервативных позиций отвечать. Что вот тот же человек, который говорил про нафталиновых дедив, еще какие-то тупорылые всякие штампы повторял в кепке мозги, этот же человек говорил о том, что ось так виглядає політична імпотентність. Зато сейчас, блядь, ну, я это уже много раз говорил, сейчас, блядь, зато политический стояк пиздец. Вот сейчас стояк полный. Что нам с этим стояком только делать? Полное одурение и одебеление. Ну, в общем. Так вот, да, по-моему, это охуенно хорошо, когда никаких, блядь, не исполняется вещей лютых. Не надо исполнять, не надо. Не та ситуация и не та страна, чтобы, блядь, хотите исполнять. Короче. Да, за это я его и люблю, если в этом разрезе смотреть. Люди, что типа вот он недостаточно сделал. Лучше, блядь, не трогать то, что работает. Иметь ядерное оружие — это быть первой целью в конфликте, мазохизм какой-то. Не, ну я думаю, что Польша и так понимает, что поскольку она страна НАТО, у нее есть базы НАТО, у нее есть войска НАТО, ну она сама, да, она станет однозначно целью ядерного удара в том числе. То есть я думаю, тут... А вот украинцев не бесит, что они столько лебезили перед НАТО, буквально годами обхаживали, а Швеция и Финляндия буквально через месяц после соглашения вступили. Ни о чем не говорит, пацаны, вам о чем говорит? Проблема с СЗЧ стоит острее проблем потерь физики. Да, конечно, дело не, блядь, в потерях, дело, блядь, в том, что проблемы мобилизации есть, да. Ну и, короче. Дело не в том, чем вызваны, да, типа, в чем причина. Дело в том, что есть факты, да, когда мы сопоставляем, скажем так, возможности еще мобилизационные. Спорить над причинами смысла нет, мне кажется. А вот россиян не бесит, что они столько лебезили перед Путиным, буквально годами обхаживали, а Трамп буквально через месяц после начала президентства принес русский мир. Ни о чем не говорит. Хорошая вещь. А не наоборот, может Китай хочет минимум внимания США к этому региону, чтобы у них было максимально мало... Максимально... Что у них мало... Блять, чтобы у них было максимально мало причин вообще смотреть в это полушарие. Ну, в смысле, они все время говорят, что мы видим Китай как основную угрозу. Ну, я не знаю, мне кажется, нелогично. Ну, а вот то, что видят Китай как основную угрозу, очень логично. Ну, я не знаю, все называют этот аргумент, но в плане, мне кажется, он такой консенсусный. По крайней мере, сами республиканцы называют, да, ну, там, не знаю, насколько на уровне политиков, хотя и на уровне, ну, вот таких людей, как Кит Келлог, но на уровне синктенков. Ну, просто все идет к тому, что каких-то значительных репараций не будет. О, Гетир Асмундсен, это очень интересный вопрос. На самом деле, вот пока я слушал Кита Келлога, я понял, что одним из основных таких в плане вот этого жонглирования вещей, да, ну, вообще в плане договорника, да, конкретно взаимодействия с Москвой, одна из таких значимых самых аргументов, да, там, карт, если как в этом в шулерской манере Трампа говорить, являются эти замороженные активы РФ, да, то есть... Причем по линии именно откупиться от Москвы, да. Это правда, что Ющенко больше всех больше всех украинских президентов
украинского оружия продал. Ну, может, я просто, блядь, не знаю, сколько это связанные процессы. То есть, конечно, однозначно продажа оружия было очень плохо. Но я не знаю, насколько там это связано с его президентством. Просто продавали все оружие там, кое могли. Да и все. Все президенты, да. Такие слабо связанные процессы, как даже не знаю что. Не знаю, как количество людей, родившихся за его каденцию, которым дали имя Андрей. Ну, типа вот как-то так. Мысли скоро все часто посещают в последнее время, что скоро умру. Не знаю, я прям, блядь, ну я все время носил эту перспективу и с вами делился о ней, типа, что, конечно, очень не хотелось бы, а вероятность растет, да, начало боевых действий в Киевской области. Бы это, конечно, хуёво. Или что ты имеешь в виду, что скоро все? Не знаю. Я же вам говорю, я не особо там как-то... Не могу тоже, опять-таки, разделять всеобщий оптимизм на тему их там адекватности. Руководства, да, кое-какого. Так что я ничего не могу вам сказать. Я в смысле, типа, вот там, ну, такие люди по интересам собраны, то есть, и вроде как это, скажем так, совокупно пазл из разных фрагментов нахрюков и сплетен можно собрать, да. Что есть там вот условно Давид Браун, да, там, вот тот самый муткарь, то он видит по-своему, да, он не из тех людей, кто там с лопатой. Но, типа, вот сейчас, да, доминируют люди, которые, в смысле, ну, если надо, будем с саперными лопатками. Я не удивлюсь, что в итоге я буду саперной лопаткой, так у Лебы все будет заебумба. Денис, часто забавляешься с чатом ГПТ? Ну, иногда бывает, люблю пошалить. Есть Варик, вообще вместо друзей с ним общаться, шутки он норм шутит. Да не, Кал, это полный... Кто-то мне недавно рассказывал историю про какую-то поехавшую бабу из Киева, которая, короче, влюбилась в чат ГПТ, вы поняли? Ну это пиздец уже, полнейший пиздец. Это все из-за войны, кстати. То я это к чему хотел сказать? Кал, игрок и чат GPT, ну, где-то хорошо себя показывает, но вот сейчас мне очень важно, блядь, ну, работай, сука, как какой-то новостной, там, не знаю, ареатор или как это сказать. Нихуя не получается, он исполняет полные источники, подбирает уровня там, блядь, РИА Новости, ну-ка, пошел он нахуй. Там, чтобы его настроить, надо, наверное, блядь, год жизни потратить. Как он курс выбрал? Да, блядь, типа, что он там выбирал? В смысле, не курса, а в смысле вот этого оружия. Нужен, блядь, каждую транзакцию согласовывал там. Не, аргумент, ну, типа, понимаю, да. Не круто было. Если договорняк завтра, что ты будешь делать? Начнешь политическую активность? Я буду Варена. Тебе больше нравится Зеленский как актер, как КВНщик или как президент, или и то, и другое у него получается хуево? Не, мне нравится президент в первую очередь, конечно, как комик, ну, в смысле, он реально комик охуенно талантливый был, и я с удовольствием пересматриваю старые кварталы. Но и как президент мне он тоже нравится, ну, то есть я признаю, ну, признаю какие-то его качества, то есть, конечно, там много разных сложилось обстоятельств и много разных ошибок, но я очень емко сказал, когда там первый раз атаковали президента, да, американцы, я, по-моему, там все исчерпывающе сказал. Да, очень тяжелые обстоятельства наложились, но в целом видно, что ему там и искренне больно, и реально искренне он переживает, и сильно выкладывается, и старается. Этого, наверное, всего мало, но не выделить это нельзя, да. Как говорит Славко, типа, недостойны мы такого царя. Ну а дальше думайте. Мне, как украинцу, вообще не уперлись трибунал над Путиным, развал РФ, типа, нам и не надо, да. Это, пацаны, все, блядь, абсолютно смешные разговоры. Типа, не, ну я президента как раз, где он сыграл, то есть я не смотрел, или вы в смысле за сейчас говорите, ну если сейчас, то, ну, наверное, не очень смешная шутка. А если вы за сериал «Слуга народа», то я его не смотрел. Давайте покурим последнюю сигарету перед выключением. Просто я, ну, вы меня спросили, я честно сказал. Считаю, что он... Ну, в общем, я если критикую, то в смысле не из страха, хотя бояться есть смысл, а из именно ценностных соображений критиковать стараюсь очень осторожно. Потому что это сложный вопрос и сложные обстоятельства. Ну, надо же как-то баловаться. Да зачем этому уподобляться, Рамзес? Просто мне кажется, что даже в такой логике мы подыгрываем немного этому всему психозу, что люди... Ну, может, оно там каждому и не надо, но мы же с вами не каждый. Нас всего лишь 120 коллег, это почти что я сам, да? Ну, на Твиче, по крайней мере. Нам самим, ну, абсолютно ни к чему в этом дурмане, типа, пребывать, нетрезво оценивать свои возможности, свое будущее. От этого потом и нетрезвая оценка вообще всей реальности, и в том числе и внешнеполитических каких-то аспектов. Просто то все, те все вещи, они, ну, типа, их вероятность была очень низкая, а сейчас стала еще ниже. Ну, типа, вообще нулевой. Была и сразу не очень высокой трибуналы и другие вещи.
Ну, даже не то, что трибуналы, а в смысле какая-то победа. Ну, то есть даже нельзя сказать, многие говорят, да, вот дефиниция победы, когда мир, он лучше, чем было до. Не, ну такое точно не могло быть. Могло быть просто вот какое-то неисполнение хотелок московских. Вот их, наверное, можно было как-то в начале этого добиться. Ага, потом Трампу и Венсу пальцы в овальном кабинете загибаешь. Ну вот довольно забавно, опять-таки, как я уже сказал, не знаю, насколько можно верить Киту Келлогу. Все-таки здесь он человек заинтересованный, но он говорит, что он приезжал в Киев, предупредил. Перед этим предупредил, четко предупредил, потом они увидели это. И дело типа даже он, ну, не в обиде, а вот именно в несовпадении картин. А ведь Росоппозиция в это верила, в трибуналы и т.д. и до сих пор. Да нихуя они не верят, они, вот я же говорю, у них от политиков мало что есть, но есть цинизм, да, свойственный политикам очень сильный. Этого у них много. Они в это не верят, просто они там существуют своими, я думаю, интересами таких, типа, простых перспектив, там, добиться финансирования какого-то. Я чуть не выпал, когда я посчитал, что РФ понадобится 118 лет для оккупации Украины. Слишком быстро, очевидно. Как реагируешь на такую аналитику? Хорошая аналитика. Не знаю, никак не реагирую. 510 лет. Это получается к концу оккупации уже спадет запрет на торговлю с ними, ты понимаешь? Каким ты видишь мирный договор, спрашивает меня Пульсар. Никаким не вижу. Не, ну тут просто, понимаешь, питание, типа, не то, що не кидатися говном, понятно, що кидатися говном не надо было, а тут дело даже в том, что все-таки и кидаться говном не самое главное, типа вот та перепалка, типа, не, ну, не основная причина обиды, все-таки основная причина, что он с ними не согласен, и они это, скажем так, убедились в этом. Это и подтвердило, да. Но главное, что его ну, опять-таки, насколько мы можем верить, они люди заинтересованные, в том числе и внутриполитически, да, что это не подстава Зеленского, потому что он там именно подчеркивает, что это для них не снег на голову, это не подстава. Я его предупреждал, что мы ограничим военную поддержку, то есть, что он понимал эту перспективу. И, ну, тут я не знаю, сколько этому просто можно верить. Я сказал вам то, что он сказал. В принципе, да, передал просто слова. Но мы должны понимать, да, что он лицо заинтересованное. Хотя я, опять-таки, абсолютно не удивился бы, если это правда, что ему сказали, но он просто непонятно. В такой логике, очевидно, логично, но опять-таки с моей, типа, полнотой информации, явно не самой глобальной, что надо было люто терпеть, ждать, пока там вот случится сегодняшний обстрел, например. Может, его специально подговорили, чтобы проверить, нужно, кто подговорил. Это, ну, это уже, мне кажется, конспирология, что там демократы с ним, вот тоже где-то такая мысль была, что демократы с ним пообщались, короче, и подговорили его. Ну, блядь, вы что? Не, может, общались, я имею в виду конспирология, что они его подговорили, и в смысле там, ну, не так, что просто сказать, а подговорили именно с целью подрыва Трампа. Трамп, блядь, сейчас далеко не в той позиции, что его можно подорвать. Ну, в общем, да. Что типа они там какой-то бунт, блядь, в Конгрессе устроят, ты только не соглашайся, и мы там по этой линии Трампа там что-то, ну что-то ему сделаем, непонятно даже что. Импичмент объявим, блин, ну это бред полный. Несостоятельный, просто лишнего говна накинуть на Зеленского. Пацаны. Українського Майкла Накі уволили із Голоса Америки. О, у качків сьогодні дуже гарний день. У уток сьогодні праздник, потому что я набрал им большой, ну вот этот строительный чан. Самый здоровый какой есть, строительный чан воды. Они плескались, купались, очень рады. Ныряли там в нем. Даже в нем еблись. Разыграть сценку, как Трамп на зону заходит. Да, наверное, логичнее разыгрывать, как Зеленский на зону заходит. Ха-ха, привет, постоянно ловлю себя на мысли, что жить уже не хочется. Но благодаря твоим стримам я понимаю, почему. Странно, надо хотеть жить. Да от бедности, блядь, не хочется, от бедности. Почему окунь с моно не ответил за скам? Потому что скам — это его профессия. Он должен был бы ответить, если бы был не скам. Типа логично, вопрос должен быть сформулирован так, что почему окунь не ответил за честность? Вот так. Касательно выборов в Украине. Смысла-то в них нет, потому что все равно победит Зеленский. У него же колоссальная поддержка, невзирая на все проебы офиса. Ты понимаешь, друг?
Дело в том, что если начнется электоральный процесс, да, выборы, их невозможно назначить завтра, да, то есть это по-любому запас какое-то количество времени. Вот за это время, наверное, пан президент популярность свою подрастеряет значительно. Вот так. К тому же, если выборы будут сейчас, то они будут под таким серьезным, пристальным вниманием именно за руками пана президента Зеленского и офиса президента со стороны США. Вот. Да, Зеленскому рейтинги, блядь, Трамп поднял, Путин поднял. Это все, блядь, детские разговоры, пацаны. Да как, сука, в тот же день, нахуй. Ты видел, какие, блядь, пацаны, выборы не в тот же день будут. Они будут не сегодня, нахуй, не завтра, не через час, нахуй. Там огромный временной лаг. За это время его обложат хуями и все, нахуй. А для того, чтобы это не случилось, нужно так, блядь, нагнуть нашу демократию. Сомневаюсь, что ему дадут это сделать, если заинтересованы в том, чтобы он не победил. Так, возможно, во время электорального цикла кандидаты будут... Ну да, агитации. Кандидаты будут из кожи вон лезть, что понравится народу, это ж хорошо. Ну да, ну а что хорошего? Ну будут лезть. Нам-то что с этого? Ну пусть лезут. Я бы так это сформулировал, что они будут из кожи вон лезть, чтобы показать, что пан президент хуёвый. Во. И все, что он делал, и какие решения принимал, тоже хуёвые были. Бо просто сказать, что хороший, мало. Можно разве что сказать, что Трамп канадским либералам нихуёво рейтинг поднял. Практически реанимировал после последних лет позора от Трюдо. Ну просто надо по осени здесь смотреть, да. Так-то он там и президентки, блядь, Мексики поднял что-то. Надо сократить президентский срок и полномочия, говорит Пати Панкейкс. И вернуть депутатскую неприкосновенность. Еще можно добавить избирательный ценз. Я за Ляшко буду. Единственный депутат, кто воюет. Не, ну, воюет, да, а что толку-то? Кто сказал, что от этого он будет, блядь, хорошим президентом или что-то в таком роде? Почему Стерненко не ответил за 2 новые машины? Ты про те Шкоды Кодиак? Да уже за них забыли, слушай. А кто былое вспомнит, тому ты помнишь, глаз на жопу натягивают. Я хотел написать свои умные мысли, но вчера на стрим оригинала заказывали брейнрот тиктоки. Теперь в голове только Шкек, который хочет горловой, бля, могу представить, наверное, очень смешно. Здоров, щегли, коли перемога. Перемога скоро. Там вроде Трамп должен стрим подрубить, уже и он стример, это пиздец. В ближайшее время будет разбор сейчас? Конечно, блядь. Теряем портки, бежим смотреть стрим, блядь, ближайший Трампа. У них там разве не ночь глубокая на данном этапе? Одна одежда на Арестовича как будущего президента Украины. Ты что, не слышал, кей-поп-лавер? Арестович не сможет быть президентом Украины, потому что, чтобы быть президентом Украины, нужно 100 лет перед президентством непрерывно прожить в Украине. Вот так вот. Запроси ж Трампа після Безугла. І мені понравилось, как Безугла удаляла, но не удалила свой аккаунт из социальной мережи Х, да, и написала, что, блядь, я там хочу, короче, ну, какого-то там горизонтального, нормального, открытого общения, а здесь его нет. Я тоже хочу. Она мне его не дала, а общения я не дам. Ну, извините. Фотку видел в каком-то ТГ-канале, я дочитаю, да, фотку видел в каком-то ТГ-канале, где чувак в военной форме сидит в вагоне электрички с бумажкой на спине, где написано «Я не сотрудник ТЦК, а служу в Збройных силах Украины». Но они тоже, нужно сказать. Не бойтесь. Меня очень расстраивает, что люди меня боятся на улице. Что думаешь, фейк или нет? Думаю, фейк. Думаю, фейк. Думаю, фейк. Думаю, фейкяра. Фейкище, думаю. У нас вообще когда-то будет спокойно, а то в каждом веку полный Армагеддон. Очевидно, нет. Владимир Владимирович, да, обеспечил нам явно, бля, хуёвое очень будущее всем надолго. А какой дурак сейчас заменит З? Такой чувак будет же бараном на заклане, подпишет мир и полит труп, а там реальный. А там и реальный. Да не согласен. Я не согласен, что подпишет, полит труп, это все мы, блядь, письками по воде виляем, неизвестно как будет и кто что подпишет. А вот то, что хуёво в будущем в целом будет, это правда, конечно. На улице, когда видят сотрудников территориального центра комплектування та социальной підтримки, то сразу же бегут им руку жать и благодарить за труд. Да, я столько видео видел, где они человека садят в машину, короче, да. Видел, как так, где человек упал, его поднимают. Видел, короче, видео вообще такое, ну, благодарность им огромная, короче. Ехал парень на велосипеде и типа упал, понял? Упал. Ну, сейчас еще, тогда еще зимно было, типа скользко, он упал.
Его, короче, сотрудник ТЦК вот так поднял, ну, то есть много людей, приехали машины, вот эти ТЦК подняли, типа его, да, подняли этого пацана, и он задом тупо на велосипеде даже поехал от таких событий. Ну, удивлен был добротой людей. Ну, в общем, да. Да, блядь, ну есть битый пиксель, ёбаный свет. Донатьте на камеру, не будет битого пикселя. Но я еще попробую, там какая-то есть функция, чего-то там, типа, какие-то там битые пиксели куда-то можно попытаться убрать. Еще можно ISO камеры чувствительность покрутить. Ну вы, блядь, так донатили, как вы нахуй требуете, ёбаный в рот. Нахуя вам того отсутствия битого пикселя, чтобы шо, блядь? Чтобы еще раз спросить, правильно ли Зеленский нахуй послал Трампа. Ну, кто-то из говорящих голов, ну Арестович, например, говорил, что каждый последующий мирный план или сделка будет хуже предыдущей. Ну, в смысле, условия для Украины будут хуже. Если продолжить отказываться, можно вообще все проебать, что думаешь, да? Думаю, вполне вероятно. Красные почти нереально вроде убрать. У меня такой на монике. Ты сравнил нахуй битый пиксель на матрице и битый пиксель на мониторе. Это нахуй вообще две такие большие разницы. Меньше, блядь, говорите, больше выделяйте денег. Как Трамп должен делать, да? Или Илон Макс, или еще кто, бля. Ласкавый теля две матки сосет. Сосирует. На заговор против битых пикселей. Спасибо большое. І що имеется в виду битые пікселя на камері. На всякий случай сказати надо. Якщо додати AI фільтр на стрім, то він може заховати цей піксель. Ніхуя ти умник. Да. На только нахуй комп'ютер, как в Пентагоне чи где там, да? Якщо у вас відеокарта NVIDIA RTX, да, у меня 3 нахуй видеокарты NVIDIA RTX. Ну, пацаны, ну вы исполняете. Шалом, ты знаком с философом Савой Жижек? Ну, я знаю Жижка для пода. Жижка для пода мне, для подика. Подик сгорел. Ну, это, в общем, ну, в принципе, да. Можно сказать, знаком. Вывод. Люди стали более мудацкие, более озлобленные, вот, реально. Я щось подумав, як Трамп почав погрожувати Рашці, і після ранкового обстрілу, що як і писав на минулому стрімі, Трамп, лох конкретний, нагнув нас без мислі, що Пу може бути своїм показним пацифізмом його надуть. Но он может не его надуть, может нас, наверное, как-то надуть. Но в чем был замысел наш, да? Нужно выделить определенную сумму из бюджета Украины на донат на стрим Трампа с целью заказа ему просмотра клипа на композицию Трампам-пам народного артиста Славік Балаган, да? Сказать, що підтримка його тут крепка. Ого, на Бугу питання задав. А? Що думаєш про підняття соціалістичних, комуністичних настроїв по світу? Думаю, що єдина загроза, яка може бути, то це вона для України, бо тут вони заборонені. Думаю, это сильный катализатор. А так, ничего не думаю. У Жишки была очень интересная полемика с философом Ваткой. Да, легендарная. Очень горячая. Оба на пары зашли. Да, и говорят, что Жишка по итогу победил, да? Да, просто касательно вообще мыслей, да. Все старики говорили, кинут, кинут, кинут. Понятно было, что кинут. Молодежь, сука, не верила. Кинут, кинут. Ну, не могли не кинуть там, блядь. Понятно, что, ну, это вообще... не представляет никакой ценности, просто, блядь, только отрицательную. Но важная мысль реально, которую я вам говорил, что деды знают, как оно устроено, бы они это строили. Всегда их пророчества, самые такие белковатые, они всегда сбываются. Думайте. Это на тему Соскіна. 80-літні діди всі думають, видимо, що Рашка це як всесильний совок, який при найменшому пуку в їх сторону ядерку на Вашингтон буде пускати. Ну я понимаю, о чем ты говоришь, но они же недалеки от истины. Типа мы со своими расчетами дальше оказались гораздо. Мы со своими расчетами, еще и со своими ресурсами. Тут просто стоит отделить, да, и какую-то их прагматичную часть ведения внешней политики, и какую-то часть непрагматичную, связанную с их риторикой. И оно одно другое дополняет, а не противоречит, а? Что-то про маты. Какой-то человек написал такой большой пост про маты в комментариях. А что за прикол с запретом русскоязычной музыки в Spotify? Ну, не знаю, из прикола там только то, что авторам этой петиции, ну, не на Spotify, а как-то типа надо запретить везде. Непонятно как. Автором этой петиции, блядь, выступает тот гей-националист, которого забрали в армию, он пытался откупиться от армии, помните, был такой? Мовный инспектор. Гей-мовный инспектор з Одеси. Ну, жорстка історія. Знак оклику. Путін готовий піти на перемир'я з Україною. Але за певних умов. Bloomberg.
За даними видання, йдеться про узгодження основних принципів майбутньої мирної угоди, включно з параметрами миротворчої місії та країнами, які до неї війдуть. Основною вимогою буде відсутність військ НАТО на українській території. Натомість може бути розглянутий варіант миротворців з нейтральних країн, таких як Китай. И что, отпетляла служба этот гей-нацист? Не знаю, блядь. Неизвестно. Вроде как нет. Ну, может, по дурке где-то и съехал. Не знаю. Знаю, что такая была скандальная история. Да мне кажется, что это... Вот типа, ну, сначала у меня была версия, что этот гей-нацист вообще выдуманный, прикол такой. Но сейчас я думаю, что, наверное, не прикол, но какой-то сомнительный фунтяра он, я не знаю. Мовный активист из Одессы — это тот, который жаловался, что его везут на полигон под песню «Лето и арбалеты», да. Да, это он. Я сьогодні піймав все на думці, що вчора пройшов суперважливий саміт у Брюсселі, а результатів ніяких, навіть у новинах, живчикових каналах. Ну так а чем он важен, то что он может изменить? Это все бесперспективняк, бесперспективняк. Интересно. Мне кажется, переговорный стиль Трампа — это как тот анекдот про воробья, корову и кошку. С Украиной он ведет себя по коровье, внешне спокоен, даже покровительствен, но за этим скрывается пассивность без реальной поддержки. А с Россией превращается в кошку. Та может облизывать, но не из добрых побуждений, а что и позже незаметно выпустить когти. Все это напоминает игру в милость, где за показной мягкостью прячутся совсем иные расчеты. Знаешь, это вообще хороший комментарий был бы для Reddit. Там інфа під'їхала. Там Роберт Райт одружився. Чи, скоріш за все, вийшов заміж. Как там логарифм Донбасса? А летом осенью подпишут договорнячок. Таким он и запомнится, неустойчивым, сумасбродным, никаким. На медне, да? На медне. Далее, Рашка и Украина начнут перевооружаться, готовясь к новому раунду, постепенно закручивая гайки для населения. Войска нейтральных стран будут войска нейтральных стран будут из Таджикистана, Эфиопии, Кении, Турции. Переговорный стиль Трампа — обоссать ЧСВшного царька и намандить дешевых ресурсов у большой говноматрасии. Тоже правильно. Вы, кстати, вот мало кто, наверное, обратил внимание, но на прошлой записи, по-моему, трансляции я даже вмонтировал карикатуру ту Шарли Эбдо, о которой говорил, зашел на сайт Шарли Эбдо, убедиться, что она существует. Кстати, забыл об этом в прошлый раз спросить. Видел, что Лига арабских государств неожиданно нашла 50 триллиарда долларов на восстановление газа после того и видео с прекрасными арабками. Это же первая дипломатическая победа Трампа. Прогрел жадных арабов? Не знаю. Не знаю, у них там все тяжело и долго, какие-то у них проблемы с переходом ко второй фазе. Ну, вы видели, наверное, в Газе, в смысле. Ко второй фазе сисфайра. Что-то там Трамп требует какого-то обмена. Ну, наверное, мне кажется, что уломает. Там вариантов нет. Ну да, там бородатые арабки. Ну, у арабов свой вкус, вы же знаете. Трамп мощный переговорщик. Да не то, что он мощный переговорщик. Просто, блядь, страна у него самая мощная в мире, да. И он этой шоковой терапией эксплуатирует ее ресурсы на максимум. На весь потенциал, так сказать. Были бы мы такой страной, мы бы тоже были, ебать, какие переговорщики. Мы бы кого угодно уболтали, на что угодно. Что думаешь о жестах в поддержку Украины от Мари Ле Пен и Фараджа? Почули, куда ветер электората дует? И как это еще можно объяснить? Ну, блин, мне кажется, европейские политики, особенно такие, вполне ожидаемо европоцентричны. Европоцентричны. И в этом смысле я не сомневаюсь, ну, то есть не ищу здесь подвоха, да, мне кажется, вполне логично, что они очень переживают за свою безопасность. Просто тут вопрос в том, что они нихуя не могут сделать, не то, что даже вот эти политики перечисленные, а в целом, да, Европа, наверное, нихуя не может предпринять, кроме того, что не хочет, чтобы было так, как, вероятно, будет. Вот. А так, то, думаю, не стоит искать подвоха. Ну, помимо того, что и вопрос вот кратковременный внутриполитический, да, связанный с этими играми на рейтингах каких-то. Но кроме этого, думаю, без подвоха, да. Без подвоха европоцентризм у них присутствует, да. Ожидаю. 5-7 вязких и тяжелых лет с лязганием гусениц возле Тайваня, Косово, по всему Ближнему Востоку, возле Мексики. Россия после договорняка пойдет на Казахстан. Но на договорняк при этом все забьют хуй через год-два, а потом ебанет. Но без ядерок. Хорошо. Утят когда делать начнут? Ну они делают уже, даже в воде. Но пока я ИИЦ не вижу отложенных. Салам, ты из Украины? Нет, я из Польши. А я ожидаю, что все будет хорошо. Твердо и четко, я тоже, но не для всех.
Ты разделяешь популярное мнение, что Европа ни на что не способна в военном плане без США? Да, и какой-то из моих стримов, то ли прошлый, то ли позапрошлый, довольно, типа, обширно посвящен этой теме, причем вот прямо даже с цифрами, да. Насколько это возможно. Не способна в военном плане без США, и в ближайшие годы нихуя не изменится. Ну, может изменится, но тут у нас нет ближайших лет. Тут нахуй вопрос месяцев, дней, тупо дней, дни. Ну, все разворачивается очень стремительно, у них нет шансов никаких, что изменить, мне кажется. Без США и в ближайшие годы нихуя не изменится. Если да, то насколько это связано с их соцполитикой? Да связано напрямую, но просто, а кто их поместил в такие условия комфортные? Сама Америка и поместила, в принципе. Ну и все тут. В смысле не могут? Ща Макрон, Страмер с Зеленским поедут, ну может без Зеленского, да, поедут деда уламывать, что ты в них не веришь? Не, я верю в их желание, то есть не верю в их милосердие в полной мере, да, верю в их желание там, но не верю в их возможности. А это тут важно, потому что времени мало очень. С прошлой администрацией сканал бы такой подход, думаю. Лол, ты из Польши? А зачем в Україну приїхав? В армії служить. А що ти думаєш? По Трампуня, його потенційним виходом з НАТО та переставанням спонсувати різні політичні сили та медіа у Європі. Я реально не розумію, в чому понт втрачати такий сильний інструмент впливу на Європу. По суті, своїми діями він зараз кидає Європу в обійма Китаю, який и так має дуже велику... Я не знаю, мне кажется, что на месте европейских политиков, прости, что я до конца не дочитал, очень глупо будет впасть в объемы Китаю. Они будут не такие, как американские, а главное, что, ну, сейчас они четко как бы переживают, да, на своем опыте, в чем минус, как бы, той ситуации, в которой они находились. Понятно, что Китай не сможет даже физически заменить Америку в Европе, да, и Америка этого не даст сделать, и он это не сможет сделать. Но в целом, думаю, это вывод для Европы такой, что ну, нужно как-то от той конструкции, которая сложилась после Второй мировой войны, избавляться от того положения вещей. Ну, в пользу, в смысле, ну, скажу таким штампом, ну да, большей суверенности, если угодно. Я реально не розумію, в чому point втрачати такий сильний інструмент впливу на Європу. По суті, своїми діями він кидає до Китаю, який і так має дуже велику частину своїх активів у Європі. Звісно, він ще не вийшов з НАТО, але все виглядає так, що може. Ну, я не думаю, що він вийде із НАТО, но в целом, опять-таки, их расчет, он вроде не тайный, да, они хотят сконцентрировать свой потенциал, да, его проецирование там во всех смыслах куда-то в Азию, да, против Китая. И в этом смысле понятно сокращение их вот присутствия в Европе. При том, что ну, никто не желает из них, да, в убыток какой-то опасности, растущей в Азии, помогать европейским странам, там, поддерживать крутую социальную политику, там, еще какой-то хуйней заниматься в этих тепличных условиях. Ну, то есть, вроде их умысел, он не секретный, они о нем всегда говорили. Ну, в смысле, республиканцы. Трамп мега-розум, трясе від світу хаос, власне, як пітун. Грають на рівних на одній доске, страдають від цього звичайні, самі знаете хто. Ну, тоже мы так говорим, будто бы при нем все началось, да, и он этому способствовал. Просто как из этого выйти, да, не до конца понятно. А как ты считаешь, с какого года Европа начала отказываться от армейки в силу социальной политики? Мне кажется, это связано с событиями, когда США, Британию и Францию кидали и сдавали бывшие колонии активы по типу Суэцкого канала. Ну, тут смотря какую Европу брать. Но в целом приговорены они были вроде в Ялті ще. Так вже сенсу немає рахувати з Європою. Якісь Індія і Індонезія вже економічно обганяють більшу половину європейських країн. Ну, как-то так они это и видят. Как-то так они это и видят, в общем, да, республиканцы. Ну, и как с какого-то такого расчета и исходят. При этом понятно, почему там с этим не согласна Европа, почему это не устраивает нас, почему это не так, как нам бы хотелось. Ну він просто з однієї сторони кидає Європу, щоб сконцентруватись на Китаї, але з іншої сторони він підсилює цими діями Китай, союзника Китаю РФ, Північну Корею, тим, що зараз жене на Японію та Південну Корею, загрожуючи їм переставанням надання американської допомоги. Хіба ні? Ну, сложно понять просто, как будет выглядеть картина через, ну, к концу хотя бы каденции, да хотя бы через год или два. То есть просто вполне возможно, что риторикой их он мотивирует увеличивать оборонные расходы свои. Привет, давно тут не был. Ну что, Парагвай, ребята? Тоджикистан. Или весь мир станет одной большой Тоджикистан. Или ядерка, или они все раскаются и заплачут, все раскаются и заплачут. А зачем Европе Китай? Не проще на Россию опереться, и армия есть, и дешевые ресурсы. Да это все забейте, никто Америку не сможет заменить в Европе.
А касательно того, на кого опереться, ну, у России явно свои интересы. Нужно ли говорить, да, что Европа там не то что по доброй воле, а так оперлась там на Америку. И не по доброй воле у них сформировались именно в таком конституционном дизайне страны, да, там парламентские и так далее. Без сильного президента и все такое. То есть это не само собой сложилось как бы. Биологи выяснили, что мыши, может, миши, типа, пытаются реанимировать... Блять, это пизда. Реани- Реанимировать потерявших сознание сородичей. Хорошо. Нет такого чувства, що Україну сливають. Та ні, ти що. Та зараз виглядає, що по добрій волі. Уже останні 10 років США самі їм кричать, що треба свою армію. То, не, ну сейчас просто они уже в таких условиях, где внутриполитически это проблемно перестроить. Пойди людям объяви, это как у нас, да, нет за что платить пенсии. Ну пойди нахуй, скажи, что пенсии не будет. Тебя ж с говном смешают. Ну так и там. Пойди начни рассказывать, что мы сейчас будем, блядь, капитально перестраивать экономику. В США мышам пол пытались менять, в Советском Союзе мышей ели. США арестовали Мохаммада Шарифуллу, предполагаемого члена исламского государства, пиздец, вообще нахуй не могу нахуй говорить. Обвиняемого в обучении боевиков, атаковавших Крокус Сити Холл. Задержанный в Пакистане по запросу ЦРУ и экстрадирован в США, он признал вину. Естественно, ТАПИК ему подключали. Как в Америке ТАПИК называется? Он признал вину и ожидает суда, где ему грозит пожизненное заключение. Но я знаю, что американцы дохуя практикуют такую тему. Не, ну чё, Америка борется с терроризмом. Помнишь, была новость, что дохуя фур через кордон с Белоруссией и Польшей ходит? А теперь новости. Поляки строят оборонительное сооружение. Смешно выглядит, конечно, ну да. Відносини Америки та Європи нагадують епізод Губки Боба, коли Сквідварда вигнали з роботи. Спочатку Сквідвард прийняв допомогу Боба, а потім сів на шию і звісив ноги, що він не міг виперти Сквідварда шукати роботу. Ну я, наверное, не совсем согласен. Это если бы... Это если бы Сквидварда выгнал сам Губка Боб. О, с работы, и потом бы так все сложились обстоятельства. Это вот даже так. Если бы Сквидварда Губка Боб сделал инвалидом полным. Вот. Еще как-то туда надо интегрировать холодную войну и Советский Союз, но мне лень думать, бо это не моя сильная сторона, как вы знаете. Кто бы мог подумать, что план перемоги и пункт о ресурсах окончательно разрушит старый мировой порядок. Правда, есть нюанс. Да забейте, не было бы там этих ресурсов, была бы другая хуйня. Тут вопрос более глобальный, блядь, договорняка. Ну, короче, большей части Европы Америка, я считаю, не мешала армию сделать. Ну да, интересно, как Осина Джек Осина. Просто думаю над тем, ну, давно тебя здесь наблюдаю и в чате вижу тебя, над твоей линией именно мысли, да, как ты рассуждаешь. Не знаю просто, как это охарактеризовать. Я не знаю, насколько в политике, в международных отношениях, вот в анализе таких процессов имеет вообще смысл использовать такие как аргументы, что такие вещи как аргументы, что никто не мешал сделать, да, и там в каких-то других подобных процессах, как там дырам разным в Африке, ну, никто не мешал там им не есть друг друга, а чем другим заниматься. Ну, в целом никто не мешал, но повлияло на это множество других, скажем так, менее заметных, менее явных вещей. Це виходить, коли наше покоління 2Х 2000-х візьме політичний контроль, то буде вести політичні переговори аналогіями з Губки Боба та Футурами. Да вряд ли. Да вряд ли. Не боишься, что будет как в Сопрано и утки улетят. Такое уже было, для этого им режут крылья. Сейчас время такое, и уток сокращают, да. Тарифы на них ввели. Да, дыры в Африке сами, да все сами виноваты. И мы сами виноваты, и ты сам виноват. Самодонат. Если ты из Украины. А если из России, тоже сам виноват, конечно. Да, но мы же не об ответственности говорим, а просто о том, что происходит, да, пытаемся описать процессы и найти их причины. Просто это логически, мне кажется, смысла лишает, потому что, ну, это всегда дает ответ на вопрос. В простейшем вот этом принципе справедливости, приведения все к нему, что каждому свое. Ну, действительно, что заслужили, то и есть. Никто вам не мешал делать иначе и так далее. То есть это обесмысливает все. Так, хорошо, вопросы на YouTube. Ютубная масть, там люди чалятся. Они там пишут.
Война Европы с РФ в этом году? Нет. Иларионов уже открывает второй фронт против Украины со стороны США. Какие еще ядерные державы не воюют против Украины? Пока что Франция и Британия, но может начнут. То, о чем я говорил, Чипс Акт, видимо, акт про чипсы. Закон, видать, Америка про чипсы делает. Ну, чипсы хуйня, не знаю, чему там может быть закон посвящен. То, о чем я говорил, Чипс Акт, очередное расточительство бюджетных средств. Вместо эффективных налоговых реформ и дерегуляции администрация выбрасывает 52 миллиарда на субсидии, которые вряд ли решат проблему зависимости от азиатских производителей чипсов. Чипс Акт. Какие-то семикондуктор, блядь, полупроводники, что-то. Ну, короче, не знаю, как это с чипсами связано. Закон, принятый в 22 году, выделяющий финансирование для развития американской полупроводниковой индустрии, снижение зависимости от иностранных поставщиков. Даже чипсы уже делают азиаты, пиздец. Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо, но сейчас они бомбят Украину, мне, честно говоря, сложнее с Украиной. У них нет козирей, ну ясен хуй. Тебе послухаєш, то хоч вішайся, але в такі часи живемо. Тут, хоч і з тобою, хоч без тебе. Ну, друзі, ви сразу как-то настроєні песимістично. Сосредоточьтесь на себе и на своем счастье. Цените то, что есть. А если вам эти новости болезненно, да, ощущаются, приносят какие, о, блядь, это будет тяжелый стрим, пизда. Что-то с мозгом стало, понял? Хуже, чем было. Ну, я этот, в общем, да. Если вам эти новости дискомфорт приносят и вся эта политическая хуйта, то не погружайтесь в нее. Не портите себе жизнь. Да, вилку и корабль, Даллас. Вилку и корабль у британцев есть, принц Уэльский. Самолеты там летают, пиздец. Лучше сходите на турнички. Во, лучше сходите на турнички. Особенно сейчас погода, песня. Культ предков. Ну да, кстати, мы это упускаем из виду. Вопрос уже генов немецких. Все уже пиздец. Какие личные обстоятельства можно назвать худшими, нежели мировой кризис настоящий? Чтобы оправданно было страдать по ситуации личной. Ну любые, слушай. Это тут, ну, ты сам же ценность определяешь этому всему. Если у тебя кто-то в мэр или кого-то вбили, как это сейчас часто случается, то... Погода така, що я плачу за опалення з відкритим балконом. Ничего, сейчас отключат. Путин торгуется под ковром, параллельно договариваясь с Китаем. Ты знаешь, это есть такой термин, ну, есть, скажем так, описание, да, дефиниция этому. Называется карманный бильярд. Трамп заявил, что в отличие от него, европейские страны понятия не имеют, как завершить конфликт на Украине. В Украине, во-первых. Во-вторых, зато они знают, как его продолжать. А как ты думаешь, Трамп окончательно кинет нас и будем только на Европу надеяться? Но если поедут в Эр-Рияд вот это в скором времени и там не согласятся с Трампом, то да. Челы начитались униана. Приняли на веру, что все, что не копиум, кремлевское и ПСО. Теперь им везде про путинские мерещится. Так и есть, да. Все, Трамп закончил, Трамп кончил. Бритиш кончил. Ух, блядь, дубачок под вечер-то. Хатка выстыла. У Европы нет чипсов и нет козырей. Что делать с ощущением неотвратимости? Принять. В смысле неотвратимое. Но смотря что, если что для тебя персонально смертельное, то лучше не принимать. Хз, Трамп выглядит пока что как весьма пропутинский. То ли он поверил в Роспропаганду, то ли боится ЯО РФ, непонятно. То ли не хочет тратить деньги на какие-то бесперспективные вещи и ресурсы. Непонятно реально. На месте З я бы ответил Трампу. Слушайте, так у меня нет козырей, потому что вы раздаете карты. Очень остроумный ответ, уверен, пан президент там перед сном перекручивал такие, прокручивал в голове такие ответы. Реально хороший ответ. И Трампу приятно, он раздает карты, он главный, он крутой. И в то же время остроумный ответ, да. Видишь, Даллас, видишь, у тебя есть эти задатки дипломата. Правда, ты додумался до этого через нахуй 100 лет. Я же говорю, видите, паузу надо такой переводчик, который мог бы на 5 дней отодвинуть срок ответа. Общаться телеграммами. Кстати, разве разговоры о справедливости на международном уровне это не всегда просто разговоры в пользу бедных? Ну, наверное, не всегда. Ну, я с тобой не согласен. 4 ор МН, да? Во-первых, это деньги все, да, и само пространство денег, которые можно потратить на международную разную хуйню, он ограничен в целом, да. Лучше ими распоряжаться рационально. Я же молчу о том, что это вопрос не только денег, а еще и, ну, непосредственно там самого вооружения, да. Но стоит это все воспринимать вкупе со всем остальным. Со сближением всяких униженных стран вместе, да, слияние их в альянсы, восстановление между ними какого-то военного сотрудничества, начало этого военного сотрудничества.
Хуевая перспектива в обмен на что? На стопроцентное поражение Украины? Да, то есть там с поддержкой или без. Ну, это, если этого можно избежать, то они к этому стремятся, по крайней мере. Не, Украина сама себя накрутила, что она пуп земли и всем нужна. А на деле нужна она только Путину, и только он готов за нее воевать. Ну, в смысле. А президенту Украины и украинцам. Ну как, это же вопрос веры, да? Ну, в смысле. Без веры нихуя вообще не будет, надо верить. Не могу ничего сказать. Не, ну эти обиженные страны еще не слились, да, в полной мере. То есть, ну, это какой-то все-таки сложный вектор, да. Если есть возможность этого избежать, в этом они заинтересованы, я думаю, более всего остального. Более чем в выживании Украины. Значительно более, чем в выживании Украины. Если я буду рисовать граффити по носам, это вандализм, смотря какие. Мне кажется, или Трамп не очень проукраинский? Думаю, не очень проукраинский. Я думаю, он про Украину узнал, как стал, ну, первый раз президентом. Хорошо, если распадется НАТО. Ну, если, блядь, распадется, тогда посмотрим. Для Украины надо подумать, насколько вообще реально там завтра, послезавтра, а вы, блядь, про такие вещи. Может, аргумент с деньгами распается, когда доходит до Израиля. Там, блядь, все, что захотите, мы дадим. И на альянсы похуй, на все остальное. Конечно. Израиль особенная страна для США. Так было, есть и, видимо, так продолжится еще очень долго. Просто, ну, факт в том, что мы никогда им не станем. И нет шанса им стать. Это просто то, что нужно трезво понимать при восприятии себя в международной политике. При том, что счет на дни идет, да, в плане принятия решений. А понимать, что ты никогда этим Израилем не станешь, но вести себя так, будто бы ты он, или ты им станешь, это глупость же нет. Вот мысль хорошая. Трамп все говорит, что у Украины нет карт. Но ведь именно в России больше не работают ни виза, ни мастер-карт, только мир. Некий мир. Ну да. Ну, может, это сигнал о будущем, да, что скоро и у нас не будет визы и мастер-карт. А может сигнал о том, что скоро там будет виза и мастер-карт? Хороший вопрос. Трамп все время говорит, что у Украины нет карт. Ему просто надо показать нелегальные казино в Киеве. Не, ну типа автоматы это не этот самый. Это не казино. Почему думаешь, Израиль так важен для США? Из-за сильного лоббизма. Из-за исторического контекста. Но если сравнивать Израиль и потенциально сэкономленные деньги плюс альянсы, твой аргумент, тут уже выглядит не так равнозначно. Ну, я не понимаю. Не понимаю просто, что ты пытаешься донести. Типа, что выглядит не так равнозначно. Что они этого будущего хотели бы избежать. Опять-таки, я не говорю, что это там однозначно верная политика, я этого не знаю. Это просто однозначно взгляд этой администрации, который они несли давно з собою, да. Так я так і не поняв, що такого важливого Трумп висрав на цій прес-конференції. Як завжди, хуйні наплів рандомно все. Он сказал тоже, что они все время, в принципе, и говорили, по-моему. Ну, последние дни, конечно. Ничем не отличается от того, что сказал Кит Келлог. Но просто его никто не смотрел. Пришла пора прощатись. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Отдельное, огромное, от чистого сердца, как у Илона Маска, да, к небу. Спасибо тем, кто донатил. Вам я несказанно благодарен. Спасибо тем, кто писал свои мысли в чат. Друзья, берегите себя. Как я уже говорил, ищите радость в том, что у вас есть. Научитесь ценить то, что у вас есть. И вы увидите, насколько радости в жизни у вас станет больше. Вот. Люблю вас, друзья, целую, берегите себя, видите, сейчас дни особенно опасные. Российское государство, по всей видимости, пытается воспользоваться пробелом в ограничении нам разведданных и военной поддержки. Ходят слухи в писсуарах, да, ну в плане, кто скажет, что такой вероятности нет, что они попытаются разрядить наше ПВО какими-то, скажем так, большой чередой ракетных атак. Ну, в общем, я уж молчу о том, что в целом как-то, да, я этот называл аргумент, мне кажется, он важный, что в целом как бы какой-то щит, ореол безопасности вокруг нашего правительства, нашего руководства, он как бы немного спал, когда они, скажем так, лишаются покровительства США, то есть как бы это теперь становится... Ну, в общем, вы поняли, что я пытался донести, я думаю. В общем, друзья, да, берегите себя. Спасибо большое еще раз, что сегодня пришли. Я вас люблю, друзья, целую. Удачных вам выходных. До встречи в понедельник. Все, Тёма. Come in the name of peace.